Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. О чем она умоляет вас поговорить? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Жизнь абсолютно для себя. Вот знаете, пришел период, когда хочется наконец-то пожить для себя, когда надоело жить для других. Это может проигрываться, когда вы разошлись, да, вот вы остались один, женщина уже осталась где-то там, любимая женщина, я имею в виду. Вот она осталась абсолютно не с вами, потому что вот надоело. Это было довольно резкое и конфликтное расставание. Это было расставание, у кого-то проигрывается из-за вранья, из-за измены, да. У кого-то может проиграться из-за холодности, вот когда разошлись, как в море корабли, потому что не было тепла, не было любви, когда оба уже начали просто раздражать друг друга, когда не хочется идти домой, готов где-нибудь сидеть с друзьями в гараже, только бы не идти к этой бензопиле дружба. А сейчас вы живете для себя. Вам настолько хорошо, вам настолько комфортно. Вот реально состояние, куда хочу, туда лечу, да. Я смотрю, оно у нас в раскладах довольно часто проигрывается. Хотя периодически накрывает вас, периодически бывает грустно, тоскливо, да, потому что, вы тоже человек, вам тоже хочется любви, тоже хочется тепла. И когда, вот знаете, вот взять любого человека, если кто-то говорит, что все, я никого не хочу, ничего не хочу, то это понятно, что человек глубоко был травмирован психологически, да, человека предали, человеку сделали больно, человек любил, но это не оценилось. Поэтому стоит такой своего рода психологический барьер, что все, никого не хочу, ничего не буду, но на самом деле хочу и очень хочу, да. Хочу, но не доверяю. Хочу, но боюсь повторения предыдущего сценария. Вам женщины нравятся, конечно же, нравятся. Вы же мужчина, еще ого-го. Еще есть порох в пороховницах, да? Вы человек, который, знаете, вы очень такой надежный. Вот именно в быту. Вы всегда и поможете, вы не стыдитесь, да, вот даже кто-то сейчас, если живет с женщиной, кто-то даже если разошелся, раньше вы были таким, вы всегда и помогали, да, вы и кушать приготовите, вы и постираете, и поможете. Ну, то есть абсолютно вы не боитесь никакой работы, тем более если касается помощи от любимой женщине. Да, любили, да, не оценилось, да, сделали больно. Причем расставание было довольно конфликтное, возможно, с такой, довольно в агрессивной форме, да, вот крупные скандалы могли проигрываться. Причем, знаете, вот вы могли даже не то чтобы, опять же, у всех будет по-разному, возможно, даже вы не то чтобы скандалили, скандалить могла она, а вы просто развернулись и ушли, хлопнули дверью. Такой тоже сценарий может проигрываться. То сейчас вы вот как-то кайфуете один, хоть иногда кошки и скребут. Вы человек, который к деньгам очень так бережно относится. Это может быть либо же родом из детства, потому что, может быть, в детстве не очень богато вы жили с родителями, да? Либо же деньги довольно тяжело давались. Либо у вас был очень такой какой-то период довольно сложный, хотя уже в осознанном возрасте, когда вы, чуть ли не копейки считали, да, были такие моменты, особенно вот в лихие 90-е, когда люди еле концы с концами сводили. Поэтому вот вы научены и тратить деньги рационально, и, знаете, вы не будете никогда лишь бы на что тратить. Вот вы всегда продумываете, да, вот как-то что в первую очередь купить, что потом, да, вот вы не будете, вот захотел сегодня Мерседес, купил, да, а нужен ли этот Мерседес? Это уже дело десятое. Нет, это не про вас. Вот вы очень так четко по полочкам, да, вот то, что самое нужное, вы купите в первую очередь. Очень такой вы рациональный. Так, что еще нам расскажут?
Смотрите, у некоторых из вас могут проигрываться легкие романчики, но это скорее так, это развлекаловка. Абсолютно не пускайте женщину в душу и в сердце, абсолютно. Вот именно как раз по той простой причине, что когда-то сделали больно. Вы человек довольно уверенный в себе, поэтому много чего можете себе позволить. Особенно это касается тех вот из вас, у кого есть деньги, у кого есть возможности, да, кто может тратить, как бы не задумываясь. Вы можете, знаете, вы такой человек, который, вот, да, с одной стороны, вы очень осторожно относитесь к деньгам, но бывает, вот если, вот знаете, как будто переклинит что-то, и вот решайте, все, иду покупаю, надоело, да, вот надоело копить, надоело складировать, пошли купили что-то себе, да. Также было и в отношениях, либо же сейчас вот кто в отношениях. Вы можете копить, копить, да, вот экономить, а потом вот раз женщина подлезла, и вы, ну ладно, растаяли, пошли купили, да, хоть оно там и больших денег стоит. То есть вот такой еще момент есть. Вы вообще человек рисковый. Вы можете, знаете, вот, ну, чуть ли не с закрытыми глазами идти на ощупь, да, но вот все равно вы будете идти, а если надо, вы будете и ползти на четвереньках, но идти четко к своей цели. Настолько вы такой уверенный в себе человек, насколько целеустремленный, настолько вот вы вообще сильный по жизни, вы сильный во всем. Как-то вот, знаете, казалось бы, вас тяжело сломить по жизни, но вот единственная женщина, да, она вас сломила. Когда вот вы разошлись, то женщина, да, она, конечно, надломила немного вас, но все равно вы воспряли очень быстро. Если сейчас кто-то из вас находится в таком настроении, да, поскольку общий расклад, что вот совсем недавний у вас разрыв, развод был, да, если сейчас вот земля ушла из-под ног, плохо, да, вот все, император убитый, разбитый, то поверьте, очень быстро вы взбодритесь, потому что вы не умеете долго раскисать. Вы не умеете, ну не умеете долго как-то сами себя жалеть, что ли. Вот вы быстро берете себя в руки. И, конечно же, вы никогда не упадете ниже плинтуса, потому что, ну, это ниже вашего достоинства. Вот некоторые могли бы, конечно, себе позволить, да, особенно у кого есть деньги, и девочек снимать там одну, другую, пятую, десятую. Но вы этого не будете делать, чтобы даже боль заглушить. Нет, потому что это ниже вашего достоинства, и вы себя на помойке не нашли. Итак, давайте-ка смотреть теперь, какая женщина пришла к нам на расклад, да, которая хочет все-таки поговорить. Так. Это женщина, которая причинила вам боль. Это женщина, которая пыталась вас укротить, да, вот очень четко эта карта говорит, вот вы такой сильный лев, и она пыталась вас укротить. Да, у кого-то получилось, она вас смогла на тот момент укротить, но лишь потому, что вы ее любили. Не потому, что вы слабый, потому что вы растворились, да. У вас такое вот еще может быть понятие в жизни, что, ну, мужчины не самоутверждаются за счет женщин. Но это глупо, да. Пойди самоутвердись там с другим мужиком, на работе, там, где угодно, да, там где-то во внешнем мире, но не с женщиной. Вот с женщиной вы, конечно, становились более слабее. Она пыталась вас укротить. У кого-то это получилось очень хорошо, потому вам и было больно. Она пыталась вас клевать до такой степени, знаете, это вынос мозга полнейший. Это не так сел, не так стал, не так сказал. И чем дальше это все больше было, это было по накатанной. Претензий все больше. А вы-то сильный император, это все терпели. Вы терпели, да, вот император перед этой любимой женщиной, ну, нагибался, да, вот нагибался, опять же нагибался до поры до времени, пока не хлопнул дверью. Было больно, было обидно, это были разрушенные надежды. Дамочка, я вам скажу, ну, такая с короной, конечно же, пришла к нам на расклад. Дама, которая очень любит себя, довольно такая самовлюбленная, эгоистичная, которая не любит никого, кроме себя. Дама, которая вообще живет играюще, которая
знаете, вот она живет одним днем, и она не думает о последствиях, она не думает о том, что она обижает кого-то. Да, однозначно, вот вы разошлись с этой женщиной, горшки побили, все убито-разбито, взаимные обиды, взаимные претензии, взаимное раздражение. То есть это дама из вашего прошлого. Ну, если кто-то из вас сейчас еще находится в отношениях, то значит это ваша распрекрасная дама, с которой вы постоянно ссоритесь, грызетесь. Ну, иногда вы готовы, я не знаю, там, порвать как тузик грелку друг друга, да? Ну, такие отношения обречены. Вот если кто сейчас еще находится в таких отношениях, это как агония перед смертью, я еще раз повторяю. Это всего лишь вопрос времени. Такие отношения обречены, когда люди раздражают друг друга, когда не хочется идти домой, когда люди не могут поговорить вместе, обсудить, что между нами происходит, давай как-то разруливать, давай решать эти проблемы, да. Здесь ничего толку не будет. Это сейчас я обращаюсь к тем, кто живет в таких отношениях. Я знаю, что меня смотрят мужчины, которые сейчас вот живут с такими женщинами. Поэтому задумайтесь. Жизнь очень короткая, к сожалению, да, и очень быстротечная. Поэтому стоит ли тратить время на женщину, с которой вам некомфортно, которую вы не любите и нелюбимы, которая вас доит, которая воспринимает вас только как ходячий кошелек, да? А может быть, в это время лучше нацелить свои взгляды на других женщин и попытаться построить свое новое счастье. Поэтому подумайте, ребята, это такое маленькое отступление, которое вы любите. Итак, поехали дальше. О чем же она хочет все-таки поговорить с вами? Это злючка. Так. А посмотрите, у нее ностальгия. Что-то ей так не очень весело живется. Она все больше вспоминает, как вам было хорошо, как вы были счастливы, как вы были вместе. Вот она вас вспоминает до сих пор как сильного, уверенного в себе мужчину, с которым ей было хорошо. Но вот единственное, я не могу понять, да, почему женщина, вот у меня просто в голове не укладывается, почему человеку, которому было хорошо, почему, когда у тебя есть мужчина, который тебя любит, горы ради тебя сворачивает, почему это не ценится, да? Потому что зазвездила, потому что возомнила еще больше о себе, потому что думала, что вы будете всегда ее любить и терпеть. Вот очень часто такое бывает, женщины начинают, ну, просто-напросто борзеть. Вот когда мужчины залюбливают, когда вы растворяетесь, я уже не раз об этом говорила, когда в партнере растворяешься, ну, просто начинает борзота лезть. Начинаются измены, начинается корона выше крыши, начинается вранье просто от скуки. Потому что дома есть любящий муж, который горы сворачивает. Ты каждый шаг знаешь, что и как он сделает. Вот я вам сейчас скажу такой маленький, ну, секрет, не секрет, да. Некоторые женщины рассказывают, что да, есть любимый муж, либо мужчина, но он настолько предсказуемый, говорят, он настолько меня любит, я даже в постели знаю, что и как он сделает, куда он сейчас поцелует и куда он руку положит, понимаете, до чего доходит? И она говорит, мне скучно, мне уже даже постель не интересно, потому что я знаю сценарий, по которому он будет сейчас меня в постели кружить и в каких позах, извините. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому не растворяйтесь. Я не устаю повторять это. Не растворяйтесь в своих партнерах. Все очень дозировано должно быть. Это касается и мужчин, и женщин. Я знаю, что меня и женщины смотрят на канале. Поэтому, смотрите, вот она бы хотела вам сказать, что она скучает за вами. Конечно же, она об этом никогда вам не скажет. В глубине души она скучает, она думает о вас. Она грустит именно по тем временам, когда все было хорошо. Она бы, знаете, вот глубоко в душе она бы хотела все вернуть, но вернуть вот именно на прежний уровень, который был в начале отношений. Не тогда, когда вы готовы были порвать друг друга, а вот именно когда было все замечательно, да? Она иногда чувствует себя довольно одиноко. Вот ей плохо, потому она как-то вот и загрустила, да, вот такая вот ностальгия.
Если вот у кого есть взрослые дети, допустим, да, дети как-то от нее отдалились, абстрагировались, и она еще более одинокой себя чувствует. Еще у кого маленькие дети, да, там как-то забота детей, там, может быть, знаете, как вот эти детские обнимашки, целовашки, там подошел, маму обнял, и уже как-то на душе легче. А здесь, знаете, вот здесь, конечно, грусть, печаль, тоска. И вот она все равно, вот хотела бы, глубоко в душе, вот хотела бы все вернуть. Но сейчас ей остается только мечтать об этом. Да, она вот бывает в компании подружек, она может поплакаться, она может рассказать, как ей грустно, плохо, одиноко, да, вот. Ну, опять же, это на уровне мыслей и разговоров всего лишь. Что и подружки советуют? Давайте уточним. Они предлагают через манипуляции вот как-то опять подлезть и укротить вас, понимаете? Вот они советуют, что вот ты можешь, если ты с ним хочешь быть, ты можешь к нему подойти, да, вот у нас карта мага. Даже могут некоторые советовать с помощью магии вас приворожить. Поэтому будьте осторожны, ребята, это такое маленькое предупреждение, что могут быть всякие нехорошие штучки от бывшей. Но опять же, вот они предлагают этого льва, которым вы являетесь, сильный лев, да, предлагает снова вас как-то заманить, заарканить, да, с помощью манипуляций. Другое дело, получится ли, я сомневаюсь. Вот она, знаете, она как будто сидит и грезит, вот грезит, почему-то мне идет такая информация, что вот как на этой карте, да, вот она мечтает, когда все будет хорошо, вот если бы все вернуть, да, ну, будет ли она возвращать? Нет, она не будет возвращать, потому что она понимает, что ничего не получится. Это так, знаете, это мы сейчас как бы вскрыли ее потайные души, потайные ее мысли, что ли, вот ее желаний, да. Вот она себя чувствует сейчас как загнанный зверь. Вот она ходит как будто по краю, знаете, вот она рискует. Может даже проигрываться, что она в какие-то грязные дела влезает. Это могут быть какие-то, я не знаю, там игромания может быть связана. У кого-то там может чрезмерно в рюмку чая она может заглядывать. Ну, то есть она как будто по краю пропасти ходит, и вот-вот она может свалиться в этой жизни именно вот от одиночества, от того, что она себя чувствует никого не нужной, от того, что она не видит просвета в жизни. Вот реально, да, вот эта карта она показывает, вот она как загнанный зверь, да, она не видит выхода. Вот абсолютно, абсолютнейшее такое тотальное одиночество, из которого нет просвета. Вот она в душе, вот если бы она могла, она бы вам вот кричала, она бы сказала, что да, вот спаси, помоги мне. Я запуталась, да, вот я не знаю, как жить дальше. Мужчины особо я не вижу, даже жезлов я не вижу. Здесь уже все, жезлы остались в далеком прошлом. Здесь осталось тотальное одиночество. И, конечно же, воспоминания и ностальгия о прошлом. Поэтому, знаете, вот женщина, которая вот сама натворила, начудила, накуролесила, а теперь она взывает о помощи, да. Хотя вот смотрите, если бы вот вы помирились с ней, она все так бы изменяла, она была бы все такой же. Вот у нас по карте дьявола выпадает, что она бы абсолютно не поменялась. Вот если кто из вас, я знаю, вы хотите помириться, некоторые, да, ну, точно так бы она изменяла, она бы сделала второй раз вам больно, но было бы уже вдвойне больней второй раз. Потому что, ну, как бы повелся, да, поверил, а здесь снова. Поэтому, ребятушки, я бы не рекомендовала вам с ней мириться. У вас будет и дальше, вот по солнцу, у вас будет светлое будущее. У вас будет светлая гармоничная жизнь, новая любовь, новые отношения, но уже вдали от бывшей. А она пусть воет на луну, пусть мечтает, пусть вспоминает, пусть ностальгирует. Как раз сюда и подходит фраза: что имеем не храним, потерявши плачем. Что и остается ей пожелать. Пусть теперь плачет, да? Потому что когда-то она была счастлива, когда-то ее любили, когда-то ее кружили, но это не оценилось.
Вот такой немного грустный расклад сегодня получился. Я надеюсь, он вам понравился. Кому понравился, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями. И всем пока!